Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 января. Давайте узнаем, что или кто появится неожиданно и к чему это все идет. С кем или с чем будут связаны эти неожиданности, тоже узнаем. В принципе, вот эта неожиданность – это какая-то ситуация, которая нам хорошо знакома. И Уран, ваша планета-управитель в ретро-движении. Конфигурация Сатурна тоже. Вот мы проживаем как минимум до 4 февраля какой-то период, когда прежние вопросы, темы, они неизбежно продолжат развиваться. Но существует в нашей жизни и то, что нам придется, видимо, пересмотреть. Неожиданно могут проясниться детали какого-то дела, открываться некоторые обстоятельства, и в зависимости от услышанного или получения какой-то информации мы неизбежно будем вынуждены что-то корректировать. Давайте с вами узнаем, с чем это будут связаны такие события. Что там будет происходить, да? Что случится? И первыми тремя картами у нас будет как 3 знака судьбы. Потоковая информация на колоде 78 дверей. Принципиальное значение: двери открыты, закрыты. Ну вот где-то и подсказки, да, куда нам надо, и, может быть, стремиться, а куда и нет. Так что же там случится? Что вам хотят сказать карты? Может быть, и сферы жизни нам покажут, в которых вам доведется принимать важные решения. Без вопроса потоковая информация. Первый знак судьбы, второй знак судьбы, с чем будут связаны или с кем неожиданности. И какая сфера жизни может быть и так, которая требует пересмотра. Но все же, неожиданности, да? Так что там будет неожиданно? Или концепция, какой вопрос для вас будет неожиданен, в каких энергиях, может быть и так? Вот давайте узнаем. Мы достанем 3 карты, чтобы рассмотреть причину и следствие, или как это будет продолжаться. И вторая карта, в зависимости от первой, это какая-то история, к чему это все идет. Ну и в конечном итоге, к чему это все придет, что ждет, да? Или что будет меняться, как окажет влияние на вашу жизнь. Давайте узнаем. И по основным сферам жизни. Первая сфера – это у нас любовь, личная жизнь, взаимоотношения, может быть, это и вопросы дома. Вторая сфера жизни – это вопросы финансов. Что ждет водолеев с 10 по 20 по части денег. И что ждет – это ваши решения, ваши где-то планы. Это у кого-то документы, а у кого-то это, может быть, вопросы, связанные с работой. Мы все разные. Вот давайте будем узнавать. Итак, первый знак судьбы. Наблюдаю называется, да? Или за вами наблюдают, мои дорогие. Наблюдают, делают выводы. Кстати, по этой карте все-таки пажи – это у нас вестники. Или сама по себе новость. Когда мы вынуждены, ну, явно не поступать с учетом этой карты как-то прежним методом. Нет, тут надо быть осторожнее. Может быть, есть ситуации, в которых вы не все видите, не можете сразу разобраться. Понятно, что первоначальное восприятие, оно одно как бы, да? Но есть еще какая-то иная концепция, которую вы действительно можете не увидеть. И вы можете, вот посмотрите на эту карту, мы можем быть с позиции любого персонажа. Или вот этого молодого человека, который буквально наблюдает за внешними событиями, может быть, за какими-то людьми. И явно вот он одет никак, да, как будто он не хочет себя выдавать. Может быть, это и вы так вот затихаритесь, хочется сказать, да, потому что вам нужно, ну, в какой-то теме явно разобраться. Вы можете чувствовать, что недостаток опыта. Все же по пажу мечей как раз это и проходит. Мы как учимся. Пажи – это всегда, ну, где-то и вестники, но и ученики. Это как новый какой-то жизненный этап, может быть, просто определенный период. Но вы точно так же можете быть с позиции вот этого джентльмена, который выходит из своего такого богатого, уютного дома. Может быть, это контакты с человеком, который стоит на другой лестнице иерархии. Для вас какая-то судьбоносная встреча может быть. Или, ну вот, встреча может быть или контакты есть, но что ожидать дальше, пока непонятно. Может быть, и есть ваш собственный план, как вот у этого молодого человека. Зачем-то же он наблюдает, но по пажу мечей мы как будто можем сменить резко направление. Может быть, это именно потому, что нам этого хочется. Именно мы сами.
Мы еще пока где-то не знаем, какие методы мы будем использовать буквально завтра, а то и через 5 минут. Поэтому мы сами словно вот в такой обороне и наблюдении, потому что что-то вот-вот будет меняться. Но поэтому вот все то, что я сказала, это как потоковая информация, дверей закрытых нет. Но действовать активно, наверное, было бы преждевременно. Вот такой знак судьбы. Давайте второй знак судьбы. Но тут и отказаться от чего-то нельзя. Карта колесница. Это карта успеха, где-то карта победы, карта переезда. Может быть, переезд сначала вы как в разведку куда-то едете, вот тут разведка буквально, но имеете планы остаться где-то или продолжить работу, например, продолжить отношения, или вообще, может быть, путешествие, у кого что. Где-то динамика идет, безусловно, по этой карте, может быть, и нам говорят – для вашего именно знака зодиака вам важно это услышать. Будь готов вот к этим переменам и не оглядывайся назад, ведь вот такой смысл идет. Поэтому тут что-то будет меняться, мои дорогие. Третий знак судьбы. Вы можете оказаться, как и среди другого сообщества, среди другого менталитета. Может быть, это руководитель у кого-то на работе меняется, император, а кто-то, правда, вот переезжает или планирует переезжать. И, может быть, вот этот менталитет, люди думают по-другому, говорят на других языках. Система сама по себе, ведь по императору система, власть, она по-другому построена. И поэтому нам, скорее всего, придется адаптироваться. Вот я все 3 карты вижу, что вам нужно адаптироваться. 2 старших аркана из 3. А первый именно когда на кону новое направление жизни, но тут нужно себя перестроить от начала до конца. И пусть это у кого-то будет связано даже по части личной жизни какое-то решение очень важное, но оно не отменяет вашей адаптации. Тут нельзя быть, знаете, такому безапелляционному. Нет, потому что на вас оказывают влияние внешние события, внешние какие-то условия, условия на работе, или то, как думает человек, или какие там правила, регулировки, приказы меняются. Но здесь у каждого что-то свое. Но, видимо, надо адаптироваться, это на самом деле адаптироваться вам к какой-то ситуации, а потом организовать свою жизнь совершенно по-новому. Организация жизни тоже идет по императору. И я не исключаю, что для кого-то из вас это может быть, ну, буквально, тут 2 старших аркана, но, может быть, есть какое-то взаимодействие. К примеру, по аркану колесницы идет знак зодиака Рак или человек, имеющий там асцендент. А по аркану император идет знак зодиака Овен, да, казалось бы, ну вообще что-то полярное. Но, может быть, это вы вот окажетесь как между 2 огней, да, или среди вот таких полярных эмоций. По раку это вопросы дома, семьи, каких-то прежних отношений или наших близких. А по Овну это карьера. Это наше продвижение, это активность. Вот поэтому вопросы, как и место пребывания или близкой какой-то истории вам, и одновременно продолжение в концепции работы, изобилия, процветания какого-то нового устройства, порядка. Вот что-то такое у вас тут может быть. Старшие, повторюсь, арканы. Но нет закрытых дверей. Неожиданности. Ого! Да вы тут можете вообще все переменить. По аркану звезда – это наш марафонский забег лет на 10-20. И у кого на кону, правда, перемещение, переезд, или вы пусть рассматриваете сейчас, тут как будто эту тему надо продолжить. А у кого-то конкретно вы находитесь где-то очень далеко. Дистанция идет по аркану звезда, причем это другие страны, другой конец континента, например. Или, может быть, это вы планируете. У кого-то не исключаю, с учетом, кстати, аркана колесница. Иногда такое проигрывается, потому что везде присутствует, ну, как минимум в 2 картах, пространство, эфир, интернет. Работа может быть посредством интернет. Хотя точно так же у кого-то может проиграться, когда вы можете обустраиваться на новом месте и рассматривать не один источник дохода, а несколько. Но здесь, знаете, как для вас пространство, правда, помогает. Ведь звезда – это исполнение наших желаний. Вот у вас явно какое-то желание исполнится с 10 по 20. Пусть это что-то не такое глобальное.
Но я могу сразу сказать, это надо продолжать неожиданности. Еще один старший аркан — Верховная Жрица. Это та, которая все знает. Слушайте свою интуицию. Тут и правда, вам не случайно выпал паш мечей. Тут нужно наблюдать, хранить молчание. Мы вообще никаких вердиктов не выносим. Почаще как будто отступать в тень. И именно постоянно анализировать. Мои дорогие водолеи, интеллект — это ваше все. Поэтому, видимо, работа вашего интеллекта с 10 по 20 в каком-то максимально активном режиме. Что люди говорят, что люди делают. Где я сейчас и где я могу оказаться потом. Какие мои сильные стороны и какие мои слабые стороны. Что я вынужден или вынуждена скрывать. Тут, правда, молчание вам от начала до конца помогает. И, может быть, даже интуиция, а интуиция — это не что иное, как прекрасный тандем интеллекта и пережитого опыта. Себе правду сказать. Таких повторов, каких дежавю или камбэков я не хочу. Вот это будет очень важно. Потому что неизбежно, как на кону, совершенно что-то другое. И пусть у кого-то на работе меняется что-то, да, у кого-то в личной жизни меняется, а кто-то переезжает. Но все равно элемент новизны, он присутствует у каждого в радость, в счастье. Тут вам высшие силы помогают, туз кубков. Вам будет что-то нравиться. Или вам захочется в чем-то участвовать, или где-то оставиться, или с кем-то быть. И это само по себе как вдохновение вам будет помогать. А к чему же это придет? К любви. Волшебные карты. Кто-то может поехать с целью работы, например, да, вот как я говорила в самом начале. Или начать что-то изучать, например, да, рассматривать какие-то дополнительные методы дохода, да, может быть, курсы проходить, может быть, изучать языки кто-то начнет, или осваивать новый скилл, какой-то навык, да, чтобы иметь возможность работать из любой точки мира. Вот тут как-то что-то интересное у вас получается. И тогда к вам могут прийти единомышленники, друзья, как новое окружение какое-то, и именно через новый коллектив, через расширение собственных горизонтов. Или буквально, может быть, начнется что-то с дружбы, а продолжится, ну, так вот, более близко. Но, по крайней мере, с 10 по 20 тут что-то интересное у вас может получиться, соединиться. Где-то карта будет говорить, что будет ты, водолей, дипломатом от того, как ты сумеешь договориться. Ну, как бы не быть, вот, да, как иногда тоже можем рассматривать карту император как предупреждение. Я часто говорю, есть два мнения, мое и неправильно. Вот иногда несговорчивый император точно так и думает. Вот так нельзя. Будьте гибкими императорами. Потому что император знает, есть две ипостаси, на которых он не влияет. Первое — это мыслительные процессы или что там думают люди. Раз. И обстоятельства — это два. Поэтому поставил перед собой цель и постоянно меняет, корректирует. Постоянно. Может быть, каждый день даже, да, с какими-то очень тонкими нюансами. Но, видимо, адаптироваться неизбежно вам к чему-то придется. Чарльз Дарвин, он ведь как сказал? Выживает не самый сильный, а тот, кто умеет приспособиться, адаптироваться, литературно говоря. Вот что-то подобное вам предстоит, потому что продолжение какое-то для вас очень хорошее следует. Что же там по части личной жизни? Ну, вдохновение у нас идет по пажу кубков. Или как новое знакомство. Может быть, это какой-то весточка или доброе известие от ваших детей, пажи дети. Опять же, это может быть как какая-то тема, задумка, которая вас заинтересует, и вы начнете изучать. Пажи это учатся. Но я должна сказать, хорошее настроение по части личной жизни. Ну, вот так вот в целом, если мы берем с 10 по 20 оно у вас будет точно присутствовать. Давайте еще одну карту, с чем это связано. Тут хитрее надо быть, мои дорогие. Вот где-то Верховная Жрица. Должна сказать, я уже как бы обмолвилась об этом, да. Мы не выносим вердиктов с учетом аркана старшего. И семерка мечей. Тут самому надо что-то не прошляпить. Иногда ведь это карта вора, но иногда это, знаете, наши представления, какие-то собственные табу. А тут, правда, конфигурация меняется, люди меняются. Поэтому тут, если оставаться в собственных предубеждениях, то тут самому себе что-то можно сделать не очень хорошо, прямо скажем.
Все будет зависеть от того, как вы сумеете воспользоваться тем, что есть, и в то же время научитесь себя сохранять по-новому. Опять же, вам как что-то помогает, что-то вас точно вдохновляет. Но по этой карте нам однозначно говорят: не расслабляйся. Финансы. Но финансы есть будут. У кого-то это помощь близких, может быть, да, десятка пентаклей. Вопросы дома. Может быть, буквально вы будете решать что-то с местом жительства, с местом пребывания, где вы будете находиться, или, опять же, вопросы работы, но десятка пентаклей. Если мы говорим с 10 по 20, деньги есть, да. Но предыдущая карта, пусть на взаимоотношения. Я допускаю, может быть, кто-то вас будет призывать, к примеру, потратить деньги куда-то. Может быть, это вы через вдохновение где-то так можете прошляпить что-то. Это я тоже не исключаю. Поэтому кошельки, сумочки, пароли аккаунтов, вот это должно быть под неусыпным вашим контролем. Мы рискуем все-таки как будто потерять либо какую-то сумму, либо что-то сделать, ну, даже на каких-то добрых эмоциях, но не заметить, мои дорогие. Вот поэтому то, что касается материализма, тут нужно смотреть, ну, как зреть в оба. Здесь нельзя замечтаться ни разу в эти 10 дней. Но если мы говорим о возможностях, то они именно финансовые. В эти 10 дней как будто более чем удачно складывается. А вот продолжение будет зависеть, может быть, от буквы закона, от того, как вы сумеете составить какие-то документы. В целом карта справедливости говорит, что если у тебя, Водолей, недостаточно знаний, тебе необходимо какую-то историю прояснить или разобраться, как работает закон. К примеру, это может быть какая-то конкретная тема, даже если это документы. Пусть это у нас, если мы говорим дежавю в стиле неожиданностей. Это то, что или где вы раньше бывали, или с чем вы раньше сталкивались, или какой-то труд, или пусть даже та же организация, где вы работаете. Все-таки это наши планы. Но когда ретро-планеты, вот мы говорим о вашей планете Уран, это всегда с приставкой «пере». Пересмотреть, переделать, передумать, переиначить и так далее, да? Вот вам придется более так грамотно, взвешенно, с пониманием закона, как закон работает в отношении вас. Это будет для вас архиважно, потому что тут у нас аркан как знаки судьбы, император. Вам вписаться в какую-то новую систему и не согласиться на какой-то средний удобоваримый вариант. Нет, тут нужно все вопросы решать на берегу, вот по справедливости. И тогда закон вас бережет. Или тогда вы знаете, может быть, свои права и обязанности. Где-то информация вам помогает, причем не та информация, которую вам как какая-то сорока на хвосте принесла. Или, может быть, и есть такие персоны, которые пытаются усыпить вашу бдительность. Вот нет, вам нужно самим, словно вот эта справедливость, понимать, что есть в реальной жизни, а что есть только на словах. И карты это касается, в общем-то, нам говорят, семерка мечей. Тут ведь может быть вопросы, связанные с финансами, но точно так же это могут быть вопрос, который отчасти с вашим каким-то абсолютным решением. Знаете, ну вот может быть, это как закрыть какой-то гештальт или для себя как новое направление выбрать, но тогда надо понимать, что вас ждет, где вы будете находиться. Может быть, и изучить вот эти самые законы, или обратиться к каким-то персонам, или, может быть, даже выяснить с некоторыми людьми, понять, да, выяснить это не значит поругаться там, да, и дойти до какого-то коления, да, высшей точки коления, напряжения в отношении. Нет, тут именно нужно что-то делать рационально. Потому что справедливость, правосудие у нас всегда, знаете, как нейтралитет какой-то, не случайно весы. Поэтому баланс, наверное, от начала до конца вам придется держать. Двойка, кстати, кубков, она ведь тоже говорит, что договариваться или быть дипломатом вам придется. От этого будет зависеть ваше будущее. По сути дела, причина и следствие. Всегда аркан правосудия. Если мы сделаем что-то хорошо, если мы сделаем что-то правильно, ну, это, как говорится, как аукнется, так оно и откликнется. Но если мы согласимся на какой-то скользкий вариант, тогда не удивляйся, что потом, да, в это планы мы смотрим, оно тоже как-то может пойти наперекосяк. Обустраивайте, организовывайте.
Наблюдайте, делайте выводы. Мои дорогие водолеи, видимо, 10 дней, они как будто специально для этого. Но на пороге у вас возможности, причем я тут вижу не одна. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые водолеи. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние волшебные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации. Я оставлю ссылки в описании под видео, а также переход на телеграм-канал. Кому это интересно, я на телеграм-канале собираю весь мой контент. В одном месте есть там и тот контент, который нигде не присутствует. Поэтому переходите, подписывайтесь, буду вам искренне рада. А я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.